История имеет достаточно много примеров того, что когда-то кто-то своими поступками или своим особым мнением выбивается из общей серой массы, то его попросту принимают за чудака, и нередко такие люди становятся даже объектом для насмешек. Так было с жителями Техаса Рэнди Вагнером. Когда правительство штата объявило о возможном наводнении в некоторых районах штата, многие жители просто не обратили на это предупреждение внимания. Но, как показывает эта история, Рэнди Вагнер слушал внимательно. Он очень переживал, что его дом, на постройку которого было потрачено много усилий, времени и денежных средств, а также земля вокруг дома, могут оказаться под водой. Прикинув возможные будущие убытки, он решил не ждать, а действовать. Он долгое время внимательно искал все те всевозможные варианты и советы и наткнулся на идею создания пластиковой дамбы. Он даже предложил соседям совместно поучаствовать в покупке материала, ведь оптом будет дешевле, но когда они услышали, сколько он собирается заплатить за пластиковую трубу, то посчитали его просто сумасшедшим. Большинство его соседей не верили, что их может затопить. Однако Рэнди решил не рисковать. В интернете он нашел объявление о продаже 120 метров пластика, которые в скором времени и превратились в дамбу, а вся покупка обошлась ему $8300. Сказать, что соседи надрывали животы, глядя, как чудак Рэнди строит странный забор, значит не сказать ничего. Многие даже просто приезжали поглазеть и постебаться над ним, а один из них даже назвал его дом пластиковой сосиской. Ведь именно такой вид напоминало сооружение вокруг жилища. Так продолжалось несколько дней, но хозяин дома не обращал внимания и продолжал работу. 120-метровую трубу из пластика Рэнди заполнил водой, а затем укрепил ее мешками с песком и начал ждать, и, как ни странно, уже через некоторое время вода начала прибывать. Изначально уровень был небольшим, и многие так и продолжали улыбаться на мужчину, но уже совсем скоро им было не до смеха. Через несколько дней весь район оказался под водой, местами глубина достигала 70 сантиметров, и только земля Рэнди Вагнера осталась абсолютно сухой, надежно защищена дамбой, а все расходы и труды оправдались. Когда же вода спала, хозяин дома спокойно свернул свою дамбу и убрал в гараж до лучших времен. Это нехитрое изобретение, которое при необходимости соорудить сможет абсолютно каждый. Дом Рэнди остался цел и невредим тогда, как все соседние постройки были полностью затоплены водой. Суммы нанесенных убытков во многих хозяйствах превышали десятки, а иногда и сотни тысяч долларов. А время на восстановление даже сложно оценить. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.